Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами разберем очень интересную тематику, а именно психосоматика болезней, конкретно для знака зодиака Близнецы. Будем разбирать с позиции астрологии и Таро для того, чтобы максимально глубоко раскрыть этот вопрос и найти ответы на наши вопросы. Но перед тем, как мы приступим, я хочу сделать такую очень важную ремарку. Прошу внимания на нее обратить. Почему? Потому что то, что я озвучу, это будет общая тенденция и предрасположенность к заболеваниям для представителей вашего знака. Но максимально точная и точечной для вас информация будет это индивидуальный расчет натальной карты, который вы можете выполнить самостоятельно или у астролога, где вы четко будете видеть все нюансы, связанные с вашим состоянием здоровья, и более того, спрогнозировать, каковым оно будет, и можно ли на это повлиять, и как это сделать. У кого-то в большей степени может резонировать асцендент, поэтому тоже рекомендую прислушаться к этой информации, посмотреть ее, проанализировать и сделать выводы. Но тем не менее, если вы то, что я буду вам озвучивать, будет созвучно с вашей жизненной ситуацией, плюс я надеюсь, что каждый представитель знака зодиака Близнецы напишет в комментариях, так ли это, то есть исходя на основе вашего собственного жизненного опыта. Плюс мне будет интересно почитать и другим подписчикам тоже. И вы уже четко будете понимать, подходят ли вам эти рекомендации или нет. Итак, приступим. Еще в свои времена при жизни Гиппократ, это греческий философ и врач, говорил о том, что врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. Почему? Потому что астрология четко устанавливает связь влияния планет на те либо иные органы человеческого организма. Поэтому в те времена, конечно, это входило в программу профессиональной подготовки врача. Современная медицина, безусловно, у нас не прибегает к помощи астрологии, но астрология по-прежнему она может вам дать ответы на многие вопросы, так же, как и диагностика состояния здоровья на картах Таро. Что мы можем взять для себя полезного из гороскопа рождения? В первую очередь мы анализируем с вами нашу предрасположенность к тем либо иным заболеваниям в целом. И что нам это может показать? На это могут нам указывать в первую очередь это знак зодиака, в котором находится наше с вами Солнце. Дальше знак оппозиция, то есть иными словами это знак, который противоположен знаку рождения в натальном поле. Также это асцендент. Далее это может быть знак зодиака, который содержит стеллиум, то есть это конкретный будет дом, который содержит 3 и более количества планет. Конечно же, сами астрологические дома, а непосредственно мы будем рассматривать ось 2, 8 и 6, 12 домов, ну и влияние планет. За что же вы отвечаете, да? За что отвечает у нас знак зодиака Близнецы? Специально взяла такое, назовем так, наглядное пособие, чтобы было видно и было проще анализировать. Третий знак зодиака влияет на руки, плечи, ну и частично на легкие. Понятно, что здесь изображено косвенно, просто как указание, но это чтобы вам было понятно, не стала обводить здесь никаким маркером. Итак, руки, плечи, легкие. И поскольку близнецы всегда находятся в движении, вы прорабатываете слишком много информации, очень много думаете, поэтому это, знаете, как ваша мультифункциональность. И основная проблема заключается в том, что ваша скорость, она не оставляет места спокойствию. Поэтому, к сожалению, близнецы являются одними из самых сложных пациентов, так как они не лежат в постели без дела. Вам нужно постоянно двигаться, вы даже не можете нормально лечь, поболеть, а в основном переносите заболевания на ногах. И вот это постоянное беспокойство делает вас предрасположенными к депрессии, психосоматическим заболеваниям, вроде аллергии, астмы, хронических бронхитов, а также может проявляться злоупотребление алкоголем и курением. Еще раз делаю акцент. Безусловно, это характеристика для всех представителей знака зодиака Близнецы. У вас точечно эта информация может не отыгрываться, потому что у вас может больше резонировать асцендент. Так вот, управитель вашего знака зодиака Меркурий, он отвечает за нервную деятельность. И это связано с системой мозга, в которой идут мыслительные процессы. Почему? Потому что у нас Меркурий отвечает за
передачу вот нервных импульсов команд головного мозга. В этом проявляется суть этой планеты, как проводника и посредника. И частые болезни вашего знака зодиака – это нервные расстройства, это бессонница, это вопросы вегетососудистой дистонии. Также у близнецов очень часто есть проблемы со зрением. Среди представителей вашего знака зодиака, к сожалению, есть люди, которые страдают таким расстройством, как близорукость. Но, помимо всего прочего, могут проходить нарушения речи, нарушения вопросов дыхательной системы, заболевания кистей рук и пальцев. Кстати, в стрессовых ситуациях очень часто встречала, это я читала в натальных картах людей, что у близнецов в экстренных ситуациях может быть ступор. То есть вы действительно можете вполне лишиться дара речи. Почему? Потому что из-за стрессовых ситуаций у близнецов очень часто бывает и затруднение речи, и заикание. И нередко представители этого знака зодиака страдают нервным кашлем, бронхитами, астмой. Почему это проявляется? Психосоматически это таким образом на человека влияет скука и неподвижность. То есть близнецам, чтобы избежать этих заболеваний, нужна масса активности. То есть вам крайне важно быть в социуме, общаться, много двигаться, узнавать что-то новое. И вот тогда ваш жизненный тонус, он будет в порядке. И даже если вдруг у вас появится какая-либо болезнь, то она будет быстро проходить. Помимо всего прочего, вам, как никому другому, показаны дыхательные упражнения и, в принципе, спорт на свежем воздухе. То есть вам фактически нужно всегда следить за здоровьем ваших легких. Да, безусловно, может быть и вопрос, знаете, как внутриглазного давления. Почему? Потому что здесь это связано с вот этими нейронными связями, которые происходят у вас в мозге, в голове. То есть у вас, знаете, как чрезмерная активность. Из-за этого идет, помимо всего прочего, очень часто проблемы с давлением. То есть зачастую это в большей степени гипертония, нежели гипотония. Поскольку у нас Меркурий управляет нервной системой, мышлением, воображением, языком, пальцами, конечностями, то есть у нас кисти рук, он, знаете, как связан с головой, но немножко иначе, чем, допустим, Солнце. Потому что если Солнце у нас отвечает за координацию работы всего нашего организма, а Меркурий, управитель вашего знака, он, знаете, как у него особенности связного. Почему? Потому что здесь в первую очередь это как передача сообщений. Поскольку у нас Меркурий связан с легкими, а это преимущественно обмен воздуха и отходами жизнедеятельностями, то есть в первую очередь здесь это, знаете, как болезни легких. Поэтому я говорю, дыхательная гимнастика, плавание, может быть, какие-то специальные упражнения. Это для вас must have, если вы хотите быть всю жизнь здоровыми, дожить до глубокой старости и сохранять молодость тела и духа, быть бодрыми, потому что у вас основа основ кроется в легких. Вот отсюда у вас, по сути, протекает большая часть заболеваний. Конечно, вы будете парировать и говорить, подождите, Меркурий отвечает в целом, да, за головной мозг, за душевное состояние, за воображение, фантазию, речь. Это, в принципе, все, что касается, может, даже хрипоты, кашля, избытка слюны и так далее. Да, безусловно, я с вами согласна. Но в первую очередь это все-таки акцент на легкие, бронхи и так далее. Почему? Потому что, поймите, помимо того, что могут быть или традиционными для близнецов, это травмы плеч, рук, ног, пальцев, но чаще всего для вашего знака характерны это проблемы дыхательной системы, то есть бронхит, пневмония, астма. Еще такой момент, присущий вам, очень часто вы можете попадать в неприятные ситуации из-за своей невнимательности и неуклюжести. Почему? Потому что здесь есть такой момент спотыкаться на ровном месте, когда вы рассосредотачиваете свою энергию на все и сразу. Вот это вот двойственность близнецов, да, и сюда, и к умным, и красивым. Поэтому будьте аккуратны в своих делах, акцентируйте внимание на чем-то одном, и тогда у вас ваш организм не будет вас бить по уязвимым точкам, и со здоровьем все будет хорошо. Помимо всего прочего, чтобы не усугублять свои кармические заболевания,
Близнецам очень важно бывать в компаниях, но не просто, знаете, с кем-то там трепаться ни о чем. Нужно быть в том социуме, который вас воодушевляет, который помогает вашему духовному, личностному росту. То есть общаться с теми людьми, которые, ну, по сути, дают вам как новый толчок, этап в жизни, помогают вашему развитию, которые дают какую-то, вот знаете, как трамплин в жизни. И вот эта активная жизнь и нахождение в такой среде, там, где вы можете обучаться постоянно чему-то новому, вообще, знаете, как бы все болезни будут убирать как рукой. Вы можете сказать, что это бред, что это парадокс, просто попробуйте. Попробуйте, проанализируйте, потому что когда вы находитесь в обществе, где все ваши начинания пытаются обесценить, вас в чем-то обескуражить или вас в чем-то, знаете, топить как личность, и общество вам дает какую-то рутину или скуку, или отсутствие движения в вашей жизни, мотивацию, развитие, у вас это сразу же моментально будет сказываться на вашем жизненном тонусе, причем негативно. Помимо всего прочего, вам присущи моменты нервного истощения, аллергические реакции, как я говорила, может быть кишечная непроходимость, но это больше связано с нарушением вопросов пищеварения. Но самый основной акцент, почему у вас возникает проблема со здоровьем, это когда нарушен баланс, то есть утрачено душевное равновесие. Поэтому здесь компенсаторикой болезней для вас, еще раз, общение, которое способствует вашему развитию, социум, то есть не тратить просто время на какую-то, не то что пустую болтовню, как вам правильно сказать? Я не говорю, что вы не должны общаться там с соседями, с окружающим, нет. Но чаще концентрировать свое общение на том, что вам приносит пользу. То есть не простые какие-то там сплетни, пересуды, а действительно информация, общение с теми людьми, которые для вас может быть полезным. Далее, это бег трусцой, это плавание, это посещение курсов ораторского мастерства, потому что это способствует укреплению вашей планеты управителя Меркурия, да, и если у кого-либо есть нарушения, связанные с речью, то, безусловно, это будет посещение логопеда. Помимо всего прочего, мы с вами еще сейчас проанализируем ось домов, почему очень важно анализировать дома 2, 8, 2 и 8, а также 6, 12, потому что в основном у нас эти оси показывают наличие тех или иных заболеваний. Вот это с вами хочу немножко разобрать, возможно, эта информация для вас это будет полезной. Что такое 2 дом? 2 дом – это, по сути, наш запас наших жизненных сил, наш ресурс. Иными словами, это причины тех либо иных заболеваний, которые мы наработали сами, потому что 2 дом – это я, это индивидуальность, то есть это индивид, то есть то, что вы наработали самостоятельно, а именно, то есть по своей причине, не знаю, там, злоупотребляете алкоголем, курением, нарушаете режим дня, то есть не высыпаетесь, или постоянно в стрессовых ситуациях, то есть причиной вы можете быть сами, то есть мы сейчас будем анализировать. А вот если мы будем с вами рассматривать непосредственно 8 дом, то 8 дом – это наследственные заболевания, которые идут нам по роду. Сама же по себе ось 2-8 домов – это ось кризисных состояний, то есть какие-то ургентные случаи, экстренные моменты. Это могут быть, особенно по 8 дому, и вопросы клинической смерти, или, в принципе, такие заболевания, которые могут вести к летальному исходу. Поэтому мы сейчас их будем просматривать, анализировать, но перед этим еще дам характеристику оси 6-12 домов. Что у нас такое 12 дом? Дом это пребывание в больнице, это, в принципе, хронические заболевания. Помимо всего прочего, по 12 дому идут заболевания скрытого характера, которые, возможно, изначально не видны, но потом вылазят неожиданно или проявляются неожиданно. К сожалению, они диагностируются крайне поздно. И проблема еще, знаете, с чем включается? Мы их долго не замечаем в связи с тем, что это как кармическая проработка, отработка, потому что 12 дом – дом кармы. И вот по нему проходят те болезни, которые мы, по сути, наработали из прошлых воплощений и отрабатываем ситуацию здесь. 12 дом у нас очень часто еще показывает вопросы инвалидности,
каких-то серьезных таких хронических патологических болезней. А что же такое является собой шестой дом? Шестой дом у нас сам по себе указывает на ситуацию, как я говорю, манифестация болезни. Почему? Потому что если мы говорим, что вот второй дом у нас связан с энергетикой, энергетическими нарушениями, то есть это могут быть и энергопробои, например, там, деструктивно вас могут сделать, то шестой дом – это эмоциональные нарушения, либо иными словами, это вот метафизическое выражение болезни как таковой, то есть ее проявление. Вот теперь будем смотреть и анализировать, что же вам необходимо сделать, чтобы повлиять на ситуацию и оставаться молодыми и здоровыми как можно дольше. Проанализируем изначально с вами второй дом. Что же у вас здесь, близнецы? У вас по второму дому десятка монет. Что такое десятка монет? Десятка монет по состоянию здоровья – это очень часто аллергические реакции, которые могут проходить как психосоматика, если вы нарушаете, то есть чем-то пренебрегаете. Смотрите, если бывает такая ситуация, когда человек, извините меня, там является запойным или чрезмерно курит, у него уже организм отторгает вот эту вот интоксикацию, и это может проявляться в качестве аллергических реакций и, знаете, как реакция на кожные покровы, то есть это может чесаться, воспаляться, быть зуд и проявление такого плана, потому что организм уже с этим не справляется, сигнализирует. Это просто может быть кашель, это может быть как вопрос задышки, это сбитый дыхательный ритм. Но еще я вот сейчас хочу прояснить и дотянуть сюда к этой карте, посмотреть, что же здесь еще, раскрыть десятку монет. У вас здесь ложится еще семерка чаш. Это, как знаете, желание объять необъятное, попробовать в жизни все и сразу. Вот это ваша позиция двойственности, хоть разорвись, то умным, то красивым. И вот эта невозможность на чем-то одном сконцентрироваться по причине боязни упустить что-то лучшее, она распыляет вашу энергию на все и сразу, как следствие вы нигде не добиваетесь результата. Это, в свою очередь, дает, знаете, такой отсутствие баланса в вашей жизни, вы начинаете нервничать и начинает вас бить психосоматика. Плюс по семерке чаш многие хотят не то чтобы забыться от каких-то проблемных моментов, а в особенности, если, не дай бог, где-то была неудача, то по семерке чаш это желание, фактически как закрыть себе видение, быть одурманенным. Поэтому может быть пристрастие к алкоголю, к табаку, может быть каким-то психотропным препаратам, потому что здесь нежелание также видеть свои ошибки или какие-то свои недочеты. Поэтому к этим моментам нужно присмотреться. Что же у нас здесь идет по восьмому дому? Итак, восьмой дом – это в целом у нас, как я говорила, смертельные заболевания, клинические смерти, тяжелые операции. Но вообще с восьмым домом просто связаны критические ситуации. Это могут быть просто резкие обострения. И здесь у вас по королю монет это вопросы, к сожалению, непроходимости кишечника. Но это чаще всего связано с вопросами интоксикации, плюс нарушения по желчному пузырю. Поэтому здесь нужно внимательно к этому относиться. Почему вопросы как бы непроходимости? Потому что король монет в качестве кризисных ситуаций на что он отвечает? Во-первых, что накапливаются токсины, которые вас разрушают. Плюс у некоторых, не всегда, но иногда это могут быть полипы, которые находятся в кишечнике. Поэтому если у вас есть какой-то малейший дискомфорт или боли, обязательно перепроверяйтесь у врача, чтобы не допустить развития этой ситуации и особенно у кого может быть наследственная предрасположенность к этому, чтобы эту ситуацию устранить. Анализируем с вами шестой дом. Что здесь по шестому дому? По шестому дому. У вас, кстати, очень схожи с тельцами. Почему? Потому что здесь ложится рыцарь мечей. И тоже идет двоякая ситуация. У вас прям один в один. Смотрите, Меркурий – это излагать, доносить мысль. И у вас еще падает карта воздуха. Так вот, когда
допустим, вам кто-то хамит или конфликтная ситуация, потому что что такое рыцарь мечей? Это проявление агрессии, это отстоять свои права, это в ультимативном порядке что-то решить, то вы не должны это замалчивать, вы должны, неважно как конструктивно или агрессивно, но решить вопрос направленной агрессии или обид в вашу сторону. Потому что если вы это будете замалчивать, это вас будет разрушать изнутри. Но вместе с тем, если же у вас по ситуации, ну, допустим, конфликт, который вас не касается, но в который вас пытаются втянуть, так сказать, втравить, то не ведитесь на это, постарайтесь абстрагироваться и не входить в конфликтные ситуации. Почему? Потому что конфликтные ситуации вас истощают энергетически. У вас потом начинается такой колоссальный стресс, что вы очень длительный период не можете собраться. Как следствие, из-за этого у вас могут идти нарушения по речи. То есть это могут быть и вопросы заикания или замедленная речь, или, ну, то есть какие-то логопедические нарушения. Но это вследствие стрессовых факторов. Повторюсь, не у всех, но тем не менее. Поэтому здесь также нужно знать границу, знать баланс, как с этим работать и как это устранить. И посмотрим с вами 12-й дом, дом кармы. О чем здесь будет идти речь, какая ситуация. По 12 дому у вас здесь ложится аркан смерть. Конечно же, мы с вами его раскроем, и я объясню почему. Потому что скажем так, когда смерть находится в 12 доме, у человека может быть как с рождения инвалидность или инвалидность и какие-то хронические заболевания. Они хоть здесь и идут по линии и отца, и в большей степени они здесь свойственны для мужчин. Но, тем не менее, это то, что как бы сформированы из кармы ваших прошлых воплощений. Итак, что же здесь может такое быть или может происходить? У мужчин не всегда, но тем не менее, могут быть проблемы с репродуктивной функцией. То есть с половой функцией все в порядке, а с вопросами непосредственно зачатия, то есть могут быть здесь нарушения. Для девушек и для женщин, если смотреть по этим картам, может идти нарушение гормонального фона, которое, ну, действительно будет также влиять на вопросы зачатия. Здесь это еще можно каким-то образом корректировать. Сейчас. Да, по аркану мира это то, что как бы поддается коррекции, корректировать можно. Но еще о чем они говорят эти карты? Помимо нарушений, связанных с легкими, а вот смерть, император и мир не всегда, но иногда могут показывать на опухоли доброкачественного или злокачественного порядка, связанного с легкими. Поэтому легкие для вас это must-have, которые вы должны перепроверять. Это не попытки вас накрутить или попытки каким-то образом вас, знаете, как вогнать в негативную информацию. Это попытки вас предупредить и предостеречь. Потому что вот здесь по 12 дому, у кого, знаете, как нет духовного роста, кто работает и живет на низших вибрациях, это частые бронхиты, плевриты, заболевания, то есть пневмонии, астмы, туберкулез. Извините, но действительно может быть онкология легких. Поэтому для вас здесь очень-очень важно это грамотно прорабатывать. Я понимаю, предугадывая, так сказать, вопрос, вы скажете, как же можно прорабатывать вот эту ситуацию по 12 дому, чтобы всего этого избежать. Тем более, как мы видим, насколько знакова ситуация, здесь 3 старших аркана. Давайте мы с вами посмотрим. Двойка чаш, королева чаш и 6 монет. Прорабатывать вы это можете через помощь, взаимодействие и конструктив с другими людьми, через доброжелательность. Смотрите, двойка чаш, королева чаш и 6 монет. Это социальная помощь, это вопросы благотворительности, поддержки, это иногда даже может быть для кого-то побыть жилеткой, знаете, как говорю, не для битья, а для плакания, чтобы вам могли поплакаться в жилетку, излить свою душу, то есть оказать эмоциональную помощь и поддержку, дать человеку возможность выговориться. Потому что вы как знак Меркурия, вы принимаете, вы слушаете, но вы также можете дать дельный совет и рекомендацию, то есть помочь. То есть здесь эмоциональное сопереживание, но и как бы дельное сопереживание. Выслушать, подсказать, помочь,
в чем-то, знаете, как предостеречь, дать совет, какие-то, может быть, связи, потому что здесь излечить человека словом — это ваша основная задача в жизни. И даже если вы не являетесь там психологом, педагогом, тренером, коучем или наставником, это просто вы должны помнить в своей жизни, что у вас основная задача и концепция — это лечить словом, это помогать словом. У кого-то элементарно вычитывать молитвами, может быть и так. Но еще такой момент — это уметь вовремя кого-либо поддержать и сказать нужные слова. И вот это действительно вам поможет в отработке кармы. Поэтому, близнецы, я вам искренне от всей души желаю здоровья, долгих лет жизни, процветания, молодости, красоты. Ну и, конечно же, пусть все заболевания вас обходят стороной. Будьте счастливы, любящие и любимы. Всех вам благ. От вас я жду обратной связи в комментариях относительно того, созвучна ли с вами информация, с тем, что вы прослушали, как это реализуется в вашей жизни, так ли это, или у вас вообще это не результирует. Мне будет приятно вас почитать. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, донаты и подписки. С вами не прощаюсь. До новых встреч.